Я поддерживаю полностью тезис о необходимости формирования национальной элиты, поддерживая тезис о формировании устойчивой партии развития, в том числе в сфере капитала, которая может быть в какой-то мере является партнером, конкурентом. Не хотелось, чтобы была война между этими двумя существующими партией развития и партией вывоза. Всегда есть люди, которые инвестируют во внешние рынки, всегда есть люди, которые инвестируют во внутренние рынки. Вопрос их внутренней лояльности – это достаточно существенный вопрос. Я только вижу, что вот здесь для меня есть три момента в этом законе. Во-первых, мне кажется, Совет Федерации опустеет. Миллиардеры, которые там находятся в разных видах и разных формах, вряд ли инвестируют только в футбольные клубы на территории Российской Федерации. Они также это делают и инвестируя в разные другие зарубежные вещи. Мне хочется, чтобы при исполнении этого закона все-таки не пострадал бизнес, потому что капитал свободен, капитал не имеет границ, капитал может путешествовать через границы. Если этот закон распространяется на чиновников и на госслужащих, хотелось бы, чтобы он не бил другой стороной по тому капиталу, который пусть и с нарушением в 90-е годы, но встал на ноги в Российской Федерации и является, несмотря на то, что действует, может быть, и на мировых рынках, все-таки российским национальным капиталом, который инвестируется. Потом вот у меня есть такой вопрос просто непонимания, может, растят мои коллеги. Запрещено иметь акции и государственные ценные бумаги иностранных государств, это понятно. Но облигации акций иных иностранных эмитентов. Это значит, что человек не может купить на законных основаниях акции Гугла или акции, там, не знаю, IBM или акции какой-то еще корпорации, что ли. Мне кажется, здесь важно, чтобы с водой не выплескивался ребенок, поскольку как объяснить, почему человек вообще не может, вот, допустим, депутат или государственный чиновник, он, допустим, может владеть акцией Газпрома, а акцией Гугла почему он не может владеть? Что если человек владеет акцией Гугла, явно выгодной ценной бумагой, он становится предателем Родины, каким-то образом через акции Гугла можно воздействовать на его политические взгляды. Мне кажется, здесь очень важно вот, очень четко разбираться в этом вопросе. На самом деле, если речь идет об офшорах, офшорная аристократия, я вспоминаю это прекрасное выражение, и офшорной буржуазии, которая было очень точно все время сказано, она, конечно, ей является врагом России и ее народа, потому что мы видим, как разоряются вывозом совершенно хищническим и ресурсов, и, главное, капитала. В Сибири, например. В Сибири эта офшорная буржуазия, она просто внесла разорение, подобно тому, как монголы внесли бы. Вот, в Красноярской области, в Иркутской области особенно. Если ехать из Иркутска на Листвянку, там просто вырубка идет массовая лесов и так далее вокруг. И я все время разговаривал там с людьми, они мне дали точные данные. Деньги не остаются в Иркутской области, они все уходят через офшоры. Все, что продается, практически. Мы только по пальцам можем пересчитать представителей русского капитала, которые инвестируют в страну. И, конечно, чиновники завязаны на этом, потому что невозможно получать концессии, невозможно выигрывать тендеры. Я просто не верю в это. Я вот занимаюсь Кавказом, югом страны. Я просто утверждаю, что там нет некоррупционных схем с откатами по получению государственных тендеров, денег. И потом эти деньги обязательно выводятся за границу. Сегодня инвестировать в страну это очень трудно, потому что вот сегодня человек приходит, он хочет заниматься бизнесом, он берет кредит даже за границей, он хочет инвестировать в Россию. Это как усыновить ребенка российскому гражданину. Вы знаете, американец платит $50 000, платил, слава богу, теперь, и он ничего не делал. Просто адвокат приходил через месяц, сказал, все решено, можете приезжать забирать. Вот ваш бэби, вот вы будете жители. Российскому же гражданину усыновить было почти невозможно. Я знаю семьи, которые по 6-7 лет. Православные, законопослушные, идеальные, альтруистические, небогатые, стоят в очереди и не могут. Им все время говорят, уехал в Америку, уехал туда-сюда. То же самое с российским капиталом. Я надеюсь, что этот закон приведет к тому, что в России появится политическая элита, государственная элита. Ну, я ничего не имею против, чтобы капиталисты, которые инвестируют в ценные бумаги за границей, покинули органы государственной службы. Я бы даже настаивал на этом, потому что мне кажется, что это и им облегчит тоже работу, и не будет каким-то образом
Да, им, ну, потому что просто у них как бы ахиллесова пята, это их вот эта госслужба, которая, понятно, почему они там находятся. Мы видели губернатора Чукотки, который инвестировал в Великобританию, собственно говоря, много лет, правда? На самом деле деньги, очевидно, что Челси это иностранный актив. И, собственно говоря, поменяется вследствие этого закона политическая элита России очень серьезно. Я это абсолютно приветствую. Мне представляется, что, конечно, у нас будет недостаток кадров, потому что состоявшиеся люди, я не хочу ни в кого кидать камень еще раз, я не считаю, что там враги, предатели какие-то. Просто система была такова, вот Миша об этом говорил. Генетически российской буржуазии так вырастала. Но пора менять правила игры. Пора менять, потому что Россия, в отличие от стран Запада, не является страной с устойчивой политической элитой. Элита России просто, она определяется двумя вещами. Доступом к ресурсу и доступом к власти. Она не определяется, собственно, внутренним мировоззрением, мироощущением, что иной земли, кроме этой, у меня нету. Многие могут жить где угодно. Уехать потом в Англию, в Израиль, в Америку и чувствовать себя совершенно комфортно. Но есть люди, которые не хотят, которые инвестируют в Гонконг или в Южную Африку, или в Анголу, или в Бразилию, но полагают, что Россия их родина. Условно говоря, и они не могут быть, они должны быть здесь похоронены, на территории Российской Федерации, когда умрут. Каждый из нас умрет. Вот я считаю, родина это там, где человек завещал его похоронить во многом. Это очень важно, это существенная вещь. И мне кажется, что сейчас, вследствие этого закона, нам придется совершить промывку, как будто бы крупиц золота. Надо будет сейчас выявлять новые кадры политической элиты России. Кадры людей, которые статус и политическая лояльность которых определяется не их деньгами, которые не в кармане, и невозможностью, там, не знаю, в клубе или в ресторане провести вечер для представителей политического истеблишмента, чиновничьего и истеблишмента, а их убеждениями. Я надеюсь, что это серьезный шаг к формированию национальной элиты, к которой мы только сейчас приступаем. Несколько лет назад я сказал, что Россия только стоит на пороге формирования нации. В России никогда не было нации. Появление стратегии национальной политики, появление евразийского проекта. И третий пункт, этот закон, я считаю, в совокупности, как и ряд еще других документов, которые, я думаю, появятся. Это, конечно, контуры, которые обеспечат национальный суверенитет России и в конечном итоге суверенная демократия, над которой так издевались и которую так пинали, станет реальностью. Она есть. Свободная демократическая страна с держателями капитала, с людьми, которым народ вследствие процедуры поручил держать власть и которые лояльны только этой стране, только этому народу и только ее историческому пути. Думаю, что мы сделали еще один шаг на пути строительства национального государства.